В этом видео я хочу поделиться своим опытом работы с журналом «Грация», с которым я работаю достаточно давно. И в этом видео я хочу поделиться 3 знаковыми проектами, которые выполняла для этого журнала, для итальянского «Грация» и для австралийского журнала «Грация». Хочу вам показать видеофрагменты работ, рассказать информацию об этих проектах. И это видео будет полезно иллюстраторам, которые хотят работать с журналами именно на международном уровне. И я надеюсь, это видео вдохновит вас для создания дополнительных работ для своего портфолио. Итак, давайте начнем с первой работы, которую я выполняла для итальянского журнала «Грация». Эта работа состояла из 5 иллюстраций, в которых я отображала свое видение, свою интерпретацию с последних показов мод. В данной работе у меня не было жестких ограничений по времени, у меня не было ограничений по стилистике исполнения, и я сама выбирала референсы и образы, которые меня бы вдохновили для создания иллюстраций. Сейчас я покажу работы, оригиналы хранятся у меня, журналу я предоставляла электронные версии. Итак, первая работа — это одна из моих любимых работ. Эта работа выполнена в пастельной технике. Здесь я показала аксессуары Фенди, это украшения, это очки, это перчатки, которые были в этом показе, и, конечно же, сумочка тоже с этого показа. Здесь выделяется лицо, и одежда показана в таких схематичных линиях, как я очень люблю делать в своих работах. Данная работа немного запачкана черной и красной пастелью, но это легко почистить канцелярской резинкой. Я выполняла работу в смешанной технике. Здесь частично использована пастель и использован цветной карандаш. Следующую работу я выполняла в акварельной технике. Акварельную технику я очень люблю. И с того момента, как я перешла на стиль именно пастельной работы, я немного забросила акварельные работы, но на самом деле я думаю, что в них тоже стоит развиваться, потому что акварель является всегда лидером, охватывает больше внимания, и именно акварелью получается передать очень красиво работы, именно очень изящные, элегантные образы. Очень хорошо получается передать акварелью. Следующая работа выполнена в технике карандаша. Здесь я использовала разные сочетания цвета. Мне нравится сочетание золотистого цвета с розовым. Это выглядит очень нежно и красиво. И здесь я сделала акцент, заполнила фон такими буквами, которые тоже присутствовали в самом показе. Иногда я делаю черновые зарисовки, черновые поиски работы, как она будет смотреться лучше. Мы видим поиск штриховки. Я думала, может быть, использовать какие-то интересные направления штрихов или сделать недосказанным, но уже вот здесь я определилась именно с цветовой гаммой, и в данном случае я доработала, и у меня получилось здесь такая золотистая работа, и мне нравится очень стилизация волос. Этот прием я еще буду использовать в дальнейшем в своих работах, используя именно пятно, но опираясь на вот такой круг, хаотичный круг, который передает массу волос. Единственный момент, который меня смутил, когда я увидела выпущенные уже вороты именно этого журнала, это надписи, которые были добавлены к первой иллюстрации, к пастельной работе, которую я показала. Эти надписи были сделаны не в том ключе, который бы нравился мне, но здесь нужно четко распределять работу иллюстратора, который выполняет заказ, и арт-директора. Но если бы мне предложили сделать эти буквы дополнительно, то, конечно, я бы сделала их в более элегантном ключе, который подходит для моих работ. Еще один проект, которым я хочу поделиться, это работа для проекта журнала «Грации» и ювелирного бренда Tiffany. Журнал размещает рекламу ювелирных украшений в своем журнале, при этом они заказывают иллюстрацию сами у иллюстратора и работают именно с ним.
И здесь мне посчастливилось работать над двумя проектами с двумя разными ювелирными брендами. И первый проект — это работа для Tiffany. Здесь важно отметить, что вся работа, которая выполняется для журнала, она является оплачиваемой. Да, есть журналы, которые не так известны, у которых небольшая аудитория, или которые хотят сэкономить бюджет и работают с начинающими или неопытными иллюстраторами, и работать бесплатно за публикацию. Но для начинающего иллюстратора я считаю это хорошим опытом, потому что, во-первых, вы учитесь работать в рамках срока, вы учитесь работать по заданию, вы учитесь контактировать с арт-директором, и вы можете дополнять этими работами свое портфолио. Поэтому здесь нужно исходить из ваших целей. Если вы рисуете для портфолио, если вам это важно, если вы хотите получить опыт, то вы можете работать бесплатно. Но я еще раз повторюсь, исходя из моего опыта, все зарубежные журналы, они работу оплачивают. Мне был представлен бриф, в котором были отображены мои работы, и в частности та работа, которую я рисовала для итальянского Грация, она послужила именно мостиком уже для дальнейшей работы с журналом, потому что им понравилась эта работа, и они захотели в дальнейшем другие работы именно в моем стиле. И также были приложены референсы с позами, с расположением рук, как бы арт-директор хотел это видеть, и плюс были приложены подробное описание ювелирных украшений. Работа выполнена в оттенках, которые характерны именно данному бренду. И работу я выполнила с учетом всех требований, которые были указаны в брифе. И здесь очень важно учиться и рисовать именно кисти рук, если вы хотите работать именно с ювелирными брендами. Если мы рисуем иллюстрации, которые отображают интерпретацию с показа полурост или в полный рост, то здесь деталировка рук, она не так важна. Некоторые фрагменты работы именно над этой иллюстрацией есть на моем канале, я оставлю ссылку ниже, плюс я добавлю где-то здесь вверху подсказку на это видео. Конечно, спустя время всегда смотришь на свои работы, я всегда стараюсь их анализировать, и, конечно, какие-то моменты я бы в этой работе изменила, я немножко бы по-другому расставила акценты и, наверное, бы не делала такой выразительный макияж. Но я воспринимаю весь свой опыт и всю свою жизнь как учебу, потому что каждый раз ты от жизни как бы получаешь обратную связь, даже если тебе никто не сделал замечания, даже если работа всем понравилась, но все равно ты интуитивно можешь, уже набрав какой-то уже новый опыт, ты можешь взглянуть назад и проанализировать свои работы и увидеть, что бы ты мог сделать лучше. Поэтому такой анализ, он помогает делать следующие работы лучше и совершенствоваться. Следующий проект, над которым я работала совсем недавно, это работа для проекта Грация и Cartier. Октябрь получился у меня немного напряженным, потому что у меня были определенные проблемы со здоровьем из-за последствий от ОРВИ, и у меня был какой-то странный кашель, который не проходил, но сейчас все хорошо, и теперь надо только лечиться. Единственное, я не очень люблю это делать. Для данного проекта нужно было нарисовать две иллюстрации, одна из которых отображала часы, другая отображала серьги, кольца и браслеты. Вся работа состояла из двух этапов, и это стандартный процесс работы. Первый этап — это создание эскиза, и второй этап — это уже работа над цветом, над подачей самой иллюстрации. И первый этап, он тоже является важным, потому что в эскизе закладывается именно концепция подачи работы. Я отмечу, что мне очень нравится работать именно с этим журналом, потому что они предоставляют мне полную свободу в творчестве. Ни разу еще не было такого, чтобы после выполнения работы я делала какие-то корректировки, то есть заказчик полностью принимает мое видение, мой стиль работы. Но при этом на этапе эскиза мы все равно какие-то моменты обсуждаем, и если необходимо, я делаю какие-то предложения и корректировки работы, если что-то заказчика смущает. По первой работе, где нужно было подать часы, выполнила две концепции, одна из которых была статичная иллюстрация, и вторая — это анимированный ролик, где спускался цветок и появлялись часы. Но мы остановились на статичной работе, и эта иллюстрация имеет такой более классический вид. Я вам сейчас покажу эти две концепции, два эскиза, которые у меня были выполнены
для заказчика. По второй иллюстрации я сразу придумала образ. Поскольку я давно работаю с этим журналом, у меня есть примерное понимание того, какие образы нравятся заказчику, поэтому я собрала второй образ, понравился арт-директору, и с ним я работала уже без каких-то либо корректировок. По первой иллюстрации я вносила корректировки по расположению руки вокруг лица. Когда эскизы по данному проекту были утверждены, у меня было 4 дня для того, чтобы выполнить работу в цвете. На самом деле это очень хорошее количество времени, потому что для недавней работы, которую рисовала для Vogue, мне нужно было за 4 практических дня за 4 дня нарисовать 10 иллюстраций уже готовых, отсканированных, очистить и отправить в хорошем качестве заказчику. Это было довольно сжатые сроки, когда ты должен не просто сделать копию фотографии с какого-то показа, а когда ты должен продумать идею, сделать свою интерпретацию, то есть практически сделать работу арт-директора. Давайте посмотрим с вами эти работы. Арт-директору работы понравились, они выполнены в такой нежной пастельной технике. Мне очень нравится фон для данной работы, нравится очень нежный образ. В жизни иллюстрация выглядит очень красиво, и постеры именно с этой иллюстрацией и с моей оригинальной подписью можно будет скоро приобрести, и я, когда это будет возможно, обязательно поделюсь с вами этим в своем телеграм-канале. Вы можете на него подписываться, ссылку я также оставлю ниже. Работы выполнены вот в такой пастельной нежной технике. Здесь сейчас покажу вторую работу. Арт-директору работы очень понравились, и она мне написала много приятных слов, но, конечно, уже свежим взглядом я вижу, что в работу можно было внести больше контраста, но для того мы и работаем, чтобы уметь исполнять работу в своем стиле, но исполнять ее в рамках требований, которые предусмотрены заказчиком. Я очень люблю то, чем я занимаюсь, и я верю и уверена, что с каждой работой нужно стремиться к совершенству, нужно стремиться к высокому качеству и нужно стремиться именно к своему видению. Важно, чтобы вы верили в свое творчество, чтобы вы его любили и чтобы вы его развивали. И не важно, что вам говорят другие. И даже если некоторые настроены пессимистично, хочу сказать, что на самом деле не все так плохо. Есть арт-директора, есть люди, которые открыты и которые без каких-то ограничений и рамок. А сейчас нам навязывают культуру, когда ты можешь не напрягаться, когда ты можешь что-то сделать легко, быстро и красиво. И с одной стороны, это хорошее желание, потому что так хотят работать все, ведь все хотят работать быстро, качественно, эффективно, но чтобы так работать, нужно пройти определенный отрезок времени, определенное вложить количество труда для того, чтобы твои навыки были на таком высоком уровне, когда ты смог делать быстро, красиво и эффективно. Нам навязывают вот эту культуру легкомыслия, я все-таки за то, чтобы работать дисциплинированно, работать целенаправленно и развивать свое мастерство. Важно отличать пустое от твердого. И сейчас такое время, когда мы можем наглядно видеть, как все становится более ясным. Спасибо вам за просмотр, спасибо за ваши комментарии, спасибо за поддержку, которую я постоянно чувствую, когда вы мне пишете какие-то хорошие комментарии или какие-то хорошие сообщения, и мне это очень приятно. И также я отдельно хочу сказать спасибо большое арт-директорам и иллюстраторам, которые, несмотря на то, что нам сейчас выставили какие-то определенные ограничения, рамки, что эти люди продолжают свою работу и делают это хорошо, и они открыты, и дают возможность творчества, несмотря на какие-то ограничения.